And I'm Melissa Tamplin. We will check out your Sunday forecast in just a few minutes. But first, today's top story. And prosecutors hope to have more answers than questions once the medical examiner releases an autopsy report. Today, the UN called on nations around the world to help deliver these goods to the devastated countries. It is a race against time as the need grows greater with each day that passes. Soldiers say having an optimistic attitude is what helps them get through this time away from home. And after Thanksgiving dinner in Iraq, they ended their day with sports and a concert. And once again, terms of that agreement will be announced after the contract is ratified by the union. If that takes place tomorrow, buses could roll out as early as Friday. Meanwhile, police will continue to make arrests tonight, and they say the success of this sting operation has them planning many more like it in the future. The teens were arrested and later released here at police headquarters. They face up to 4 counts of criminal mischief, and if convicted, could face up to 6 months in jail and have to pay up to $1,000 in fines. The goods were seized at one of the largest flea markets in the New York area, but police say counterfeiting is big business across the city, and consumers need to be aware of its dangers. Итак, Мелисса – это не чиновник от журналистики, не просто руководитель и лидер одной из крупных журналистских организаций. Она много лет работала то, что мы называем полевым репортером, полевым корреспондентом, а также ведущей телевизионных новостей. Для меня всегда является особой ценностью, когда именно репортер полевой становится ведущим или ведущей. Всегда значительно больше доверия такому телевизионному ведущему, потому что, кстати говоря, у студентов, и особенно у студенток, всегда есть большая мечта стать телевизионной ведущей. И всегда есть большая рекомендация вначале работать репортером, особенно если с телевидением вы планируете связать свою профессию, потому что тогда будет навык, способность писать тексты, доверие аудитории, что очень важно, потому что аудитория вас видела в поле, на сельском хозяйстве, на уборке урожая, в Верховной Раде, на пожаре, на наводнении. Вы человек, которому можно доверять, и после этого, безусловно, статус ведущего также значительно повышается. Но это лирическое отступление. Так, дорогие друзья, дамы и господа, Мелисса Гаррисон сегодня с нами. Приглашаю Мелисса, рада, что вы с нами. Также Ирина, которая будет ее переводить. Спасибо, Ирина. И, пожалуйста, микрофоны нашим гостям. Thank you so much. Спасибо огромное. What an honor and a pleasure to be here with you today. Для меня такая честь и удовольствие быть с вами здесь сегодня. And as Ruslan was saying, the media project, there's a special place in our heart. И как Руслан сказал, особенное место в нашем сердце занимает медиа. For Novomedia and for the Ukraine. Глобальные медиа и медиа, которые существуют в Украине. And therefore, thank you for having me. И поэтому спасибо большое, что принимаете меня здесь. And what you have seen here is in the United States what we would call a sample of a resume tape. И то, что вы увидели здесь, что мы показали, это то, что мы называем в Америке пример твоего резюме, видеорезюме. And it's to demonstrate different stories that you can tell. Оно создается для того, чтобы рассказать разные истории, в которых ты брал участие. And to send it to different bosses or organizations who you wish to get a job with. Чтобы это видеорезюме можно было рассылать разным боссам на разные собеседования, на ту работу, о которой ты желаешь. And therefore, whenever I started my career, и когда я начала свою карьеру, I was just out of college. Я только закончила колледж. And I wanted to be on television, but I had to start small. И я хотела быть в телевидении, на телевидении, но мне нужно было начинать с малого. As you can imagine, the United States is a very, very big place. И если вы можете себе представить, Соединенные Штаты — это огромное место. And whenever you want to start a television career, you have to be willing to move anywhere, even to the smallest town in the middle of nowhere. И когда ты желаешь иметь какую-то карьеру в телевидении в Америке, тебе нужно быть готовым начинать с самого малого в самом малом месте. And therefore, my first job I started was in Texas, where I went to the university. И моя первая работа, где я начала работать, это было в штате Техас, после того, как я закончила колледж. I was working in a small town called Abilene, which is in West Texas. Я работала в маленьком городе, который назывался Эббели. Это в западном Техасе.
A very big thing for Abilene is in West Texas, you may have heard of Friday Night Lights football. И Friday Night Lights. И огромное событие для города Эделин было по пятницам, оно называлось «Огромный свет пятницы», когда люди выходят в свет как бы. Yes, football is very big in Texas, and therefore это был ивент именно самого американского футбола по пятницам. And so many times we would be telling stories about football on the news. И очень часто именно в это время мы рассказывали о новостях американского футбола по телевидению. And because our country is so big, when you get a job reporting in a new area, И из-за того, что наша страна очень большая, когда ты получаешь профессию, работу репортера, you have to discover what it is that's very important to that area and to the people who live there. тебе нужно осознавать, что является самым важным для того человека и в той территории, о котором ты рассказываешь свой репортаж. Therefore, you have to be a student of people and culture and learn quickly how to relate to many different types of people. Другими словами, тебе нужно понимать и студентов, и людей, и культуру, и уметь способность понимать тех людей, с которыми ты связан. After my time in Abilene, whenever I was there, I was the anchor on the television in the evenings. Когда с того времени, как я была в Эделин, я была ведущей на телевидении, именно в самой ведущей на самом канале. But as Ruslan was saying, я хотела сказать. As Ruslan was saying, I wanted to learn how to report. I wanted to learn how to really tell the stories as a correspondent in the field. И как Руслан говорил, что я на самом деле в то время я хотела научиться и почувствовать, что такое быть полевым репортером, что такое прочувствовать то, что происходит вне студии. So therefore, I ended up taking time off of being the anchor, and I went to another town to become a reporter. Поэтому я остановила свою работу ведущей в студии и уехала в другой город для того, чтобы быть репортером на поле. My next job was in Jackson, Mississippi. Моя следующая работа была в городе Джексон, штат Миссисипи. And after that, I went to Birmingham, Alabama. После этого я поехала в город Бирмингем в штате Алабама. And there's a lot of history in our country of things that happened in the Deep South. И есть очень много исторических событий, которые произошли на юге Америки, как бы на глубоком юге Америки. And a lot of this has to do with racism. И очень много историй связано с расизмом. And there were a lot of crimes that were committed against people. И также происходило очень много криминальных событий, которые связаны были с людьми там. Especially in the 1960s. Особенно в 1960-х годах. And in Jackson, Mississippi and Birmingham is where Martin Luther King Jr. И Джексон, Миссисипи, и Бирмингем — это были именно те города, в которых Мартин Лютер младший and many others were fighting for civil rights. И много других людей, они боролись за гражданские права. Therefore, I had to learn quickly what happened in that time in the 60s, even though I wasn't alive then. Потому мне, когда я приехала туда, нужно было очень быстро обучиться и узнать все, что происходило в 60-х годах на той территории, хотя я еще тогда не была рождена. Because many of the stories that we told had to be told through that lens and with that perspective. Потому что очень много историй, которых современных мы уже рассказывали в своих репортажах, их нужно было рассказывать через призму всего прошлого и исторического, которое происходило там. When I was in Birmingham, Alabama, когда я была в Бирмингеме, штат Алабама, I suffered a very difficult tragedy in my own personal life. Я пережила очень сильную трагедию в своей личной жизни. Whenever I was having a dinner party one night, однажды, когда у меня была, я устраивала ужин у себя дома, I received a telephone call from Texas. Ко мне позвонили с Техаса. And that is where my family lived. А именно в Техасе жила моя семья на то время. And on the other end of the telephone line was a police officer. И на другой стороне телефона был полицейский. And he was telling me that tragically my mother in Texas had been murdered. И он рассказывал мне о том, что трагическим образом мою маму в Техасе убили. Therefore, it was very surreal, as you can imagine. И вы, как можете себе представить, это было очень тяжело. To be a journalist and all of a sudden to have your life
experiencing something very similar to the stories that you report on. Было очень тяжело, будучи самой журналисткой, пережить на себе, когда снимают историю о тебе, описывают о твоей трагической ситуации в твоей жизни. I immediately got in my car and drove 12 hours to Dallas, which is where my mother lived. 12. И как только я получила это сообщение, я села сразу же в машину и 12 часов за рулем ехала туда, где жила моя семья. Because all of the flights for that evening had already departed, so I couldn't fly. Потому что уже на тот вечер все самолеты были забиты, и я не могла полететь домой, и потому я села в машину. And when I got there, I found out that it was the friend of my brother. И когда я приехала туда, я узнала, что друг моего брата, who was very mentally ill, у которого была умственная болезнь, who had gone into our home, он пришел к нам домой and had killed my mother, и убил мою маму. Stabbing her over 40 times. Он более 40 раз ударил мою маму ножом, то есть проколол мою маму ножом. And this moment, my life for me personally and professionally changed. И в этот момент вся моя жизнь, и личная, и профессиональная жизнь, она для меня изменилась. I began to question everything about who I was as a journalist and who I was as a Christian. Я начала ставить под вопрос все, кем я являюсь как журналист, кем я являюсь как верующий человек. And how God could allow something like this to happen to my family. И как может Бог позволить каким-то подобным вещам, как это, произойти в моей жизни. It was as if the world had turned upside down. И для меня показалось, как будто весь мир перевернулся с ног на голову. And in the next few days, I feel like God gave me a real soundness and clarity of mind. И за несколько следующих дней, когда я была там, мне казалось, что Бог дал мне осознание и как бы очистил мой разум полностью. As I followed and worked with the detectives, like a reporter would. Следовала и ходила вместе с детективами, когда они расследовали все дело, так как делают репортеры. Asking many questions about the investigation, wanting to know all of the details. Когда я задавала множество вопросов о расследовании, хотела знать все детали. And during the next few months and year, we had 2 trials. И на протяжении следующих нескольких месяцев и целого года у нас было 2 судовых заседания. And discovered that my brother and his friend had gone to our home to get money that night to pay for alcohol and drugs. И во время этого расследования мы узнали, что мой брат и его друг, они пришли в тот вечер домой для того, чтобы украсть и найти деньги, чтобы купить алкоголь себе. And my mother woke up, and that's when my brother's friend. И выходит, в этот момент моя мама проснулась, увидела, что они делали, и тогда вот друг моего брата, He snapped mentally and ended up killing her. он как бы сорвалась крыша, условно говоря, и он просто начал ее убивать. But in Texas, if you go in to commit a crime like robbery, но в Техасе, когда ты хочешь ограбить, например, человека или ограбить дом, and someone is murdered in the course of that crime or during that crime, во время этого действия, во время кражи кто-то умирает, and therefore both people anyone involved in the robbery will be charged in the murder as well. Выходит, все те, которые участвуют в грабеже, они несут ответственность за убийство. Therefore, my brother was also charged with the murder, even though he didn't kill her. И потому моего брата также засудили за убийство моей мамы, хотя он физически ее не убивал. And both boys were sentenced to life in prison. И этих 2 парней им дали срок пожизненный за убийство. After this, after my life had changed so drastically personally, после этого очень серьезно изменилась моя жизнь. A few weeks later, I returned to my newsroom in Birmingham. Через несколько недель я уже вернулась в свою студию, где новости рассказывала, вернулась в Бирмингем. Because I wanted to continue working, I wanted to not let the situation take from me my work also. Потому что я хотела продолжать работать, я не хотела позволить этой ситуации забрать у меня также мою работу.
And before this happened to my mother, И до этого, как это произошло с моей мамой, usually I would cover stories of murder and crime and stories like this. в основном я участвовала в том, чтобы рассказывать в новостях, брать на себя ту часть, где рассказывается об убийствах, о подобных историях. But after her death, my colleagues wanted to protect me. Но после ее смерти мои коллеги, они хотели сохранить меня, оберечь. And they started sending me on stories that were more what we would call soft news. И они начали посылать меня, чтобы я покрывала какие-то истории, которые, скажем так, были мягкими историями. But I still wanted to cover the important stories like this one. Но я все равно хотела раскрывать важные истории, подобные истории, как история о маме. And therefore I told them I was determined and I wanted to continue doing the work I had done before. Поэтому я им сказала, я решительна в том, что я делаю, я хочу продолжать делать ту работу, которую я начала. And I began to do that. И я начала это делать. But it changed the way that I would interview people. It changed the way that I would see every story Но from после then on. этой ситуации, то, как я задавала людям вопросы, то, как я освещала всю ситуацию, оно полностью изменилось. Because more than ever, I realized the people we were reporting on, Потому что более всего, больше, чем когда-либо, я осознала, что те новости, которые мы рассказываем о людях, their stories weren't just stories for our newscast. These were their personal life stories that we had the privilege to tell. это не просто какие-то истории, которые мы хотим взять и показать у себя в новостях, но это личные истории людей, о которых мы на самом деле хотим рассказать. And so this was an opportunity I feel like God gave me to really begin to tell stories with a new level of compassion and empathy. Поэтому я верю, что в этот момент Бог дал мне возможность, чтобы я могла рассказывать эти истории только уже с большим состраданием и большим пониманием того, что происходит с людьми. So I ended up applying again for jobs, and I got a job as an anchor of a morning show in Dallas. И затем я снова села на самолет и переехала на другую работу. Я получила работу ведущего в студии в Далласе. And I really loved reporting on morning shows and anchoring morning shows. И это были утренние новости, утренняя программа. И мне очень нравилось быть ведущей на утренней программе. Because we had an opportunity for a nice mix of hard news, important investigations. We had the opportunity to have a combination of stories, including hard news and then more feature. Потому что именно во время утренней программы у нас была возможность совмещать и важные новости, и более как бы легкие новости, более просто информативные. And I love in the morning how our audience really connects with us. We build a relationship with our viewers. И мне нравится, насколько мы чувствуем отзыв и участие зрителей именно утром, как будто они участвуют в том, что мы делаем, освещаем. Because they start their day with us and they trust us. Потому что именно с нами они начинают свой день, и они доверяют нам. When I was about 5 years after I moved to Dallas, уже 5 лет после того, как я переехала в Даллас, I found out about a program at Columbia University in New York City. Я узнала об одной программе в Колумбийском университете в Нью-Йорке. It's for journalists who were mid-career. Это была программа для журналистов, которые уже прошли где-то половину своей карьеры. And to have the opportunity to go to New York and study at one of the best journalism schools in the world. И эта программа давала возможность журналистам приехать на эту программу и получить обучение одной из самых лучших в мире. And while I didn't necessarily need it professionally for my career, и как бы профессионально для моей карьеры мне не обязательно нужно было иметь именно обучение по этой программе. I thought it would be a great opportunity to go to learn and study in New York and try to get a job as a journalist there. Но я подумала, что это была бы классная возможность для меня пойти, обучиться и найти какую-то возможность также работать на телевидении в Нью-Йорке. And as you'll see from the video, I ended up working for NBC. И как вы видели уже по видео, я в конечном результате получила работу на канале NBC в Нью-Йорке. As a reporter.
как репортер. And I continue to work there also with ABC Nightly News. И также я начала там работать в ABC вечерних новостях. And had the opportunity to start to work with more and more journalists in New York City. И у меня потом было больше и больше возможностей работать с другими журналистами в Нью-Йорке. I then met my husband. И там я встретила своего мужа. During the time that I was in New York, God did some really amazing things in my life. В то время, когда я была в Нью-Йорке, Бог делал невероятные вещи в моей жизни. I feel that I really experienced healing in New York after suffering through my mother's death. Я чувствую, что именно в Нью-Йорке я получила уже исцеление после всего того, что я прошла в Далласе после смерти моей мамы. Because I met a group of people there who had strong faith. Потому что там, в Нью-Йорке, я встретила группу людей, у которых была сильная вера. But also had a lot of respect for people who shared different viewpoints than them. И также у них очень было много почтения к другим людям, которые разделяли другие мнения, чем они. In New York City, the community of Christians is very tight-knit, very close. В Нью-Йорке общество верующих, они очень такие близкие, люди связаны друг с другом. Because New York is a very difficult place to have faith. Потому что именно Нью-Йорк, он очень тяжелый город, в котором тяжело содержать веру, укрепляться в вере. Where I had lived before in Dallas and Birmingham and Jackson, Mississippi, it was all part of what they call the Bible Belt. Там, где я раньше жила, в Далласе, Бирмингеме, Джексоне, Миссисипи, это все назывались... So you call it the Bible Belt. Библейский пояс, окей. And it's a place where Christianity is very cultural. Все эти места были такими городами или местами, где очень христианская культура, там было легко. There are churches on every corner. Там церкви на каждом углу. Really, really big churches. Очень большие церкви. Ruslan's been to Dallas. He's seen some of these churches. Руслан был в Далласе, он видел некоторые из этих церквей. But in New York, no, it's not like this. Но в Нью-Йорке нет, там совершенно не так. Less than 3% of people in New York City claim to have Christian faith. Менее 3% жителей Нью-Йорка говорят о том, что у них есть христианская вера. And in New York, the thing that is most important professionally is to be excellent in your work. И в Нью-Йорке самое важное — это когда ты профессионально, совершенно исполняешь свою работу. So what I learned through my relationship with this group of people, professionals that I began to know in New York. И тому, чему я научилась, когда я уже начала работать с профессионалами в Нью-Йорке, is the best way to demonstrate our love for God. Это то, что самый лучший путь, чтобы проявить нашу любовь к Богу, is to be excellent at the work that He's allowing us to do. Это замечательно выполнять ту работу, которую Он позволяет нам исполнять. And then people will begin to trust you. И тогда люди начнут доверять тебе. They'll begin to listen to you. Они начнут прислушиваться к тебе. They will have respect for you. У них будет уважение к тебе. And that is something that is highly valued anywhere, but especially in a place like New York City. Это что-то, что очень сильно ценится в любом месте, и особенно в Нью-Йорке. So in the time of working in New York, I really began to see and learn in completely new ways. И потому в то время, когда я начала жить в Нью-Йорке, я начала видеть и учиться совершенно по-другому уже. Personally, I got married. В личной жизни я вышла замуж. And ended up, as Ruslan said, we have 3 children. И как Руслан уже сказал, у нас 3 детей. Our youngest named Olivia. Нашу младшую зовут Оливия. And my husband started a company and needed to actually go to Dallas for a few months. И мой муж открыл компанию, и ему на самом деле на несколько месяцев, на 3 месяца нужно было переехать в Даллас. And so while there, I have had the opportunity to anchor a morning radio show. И пока мы приехали туда, у меня была классная возможность, я проводила там утреннее шоу на телевидении. For CBS News. Для CBS News. And I have learned quite a bit about the challenges that radio journalists face as well. И я очень многому научилась также в журналистике и в этой сфере. It's a very interesting time for journalism
in the United States right now. Сейчас очень интересное время для журналистики в Соединенных Штатах. Under our current presidential administration, Сейчас как раз под администрацией нашего современного президента the media is under attack daily. медиа подвергается атаке ежедневно. And the thing that's very interesting is people are starting to not trust us, even friends and family, because of political reasons. И происходит такое, что очень много людей начинают не доверять медиа, включая наших родственников и друзей. It can be a very discouraging time for us right now. Потому для нас это может быть такое время, когда опускаются наши руки. But at the same time, it's a time to realize the calling that we feel like God has given us. Но в то же самое время мы должны осознавать, что сейчас время, когда то призвание, которое Бог нам дал, To tell the truth, это призвание состоит в том, чтобы говорить истину, and as Christian journalists to love people well in the process of telling their и stories. как христианский журналист, это цель также любить людей в то время, как ты рассказываешь их историю. And this organization that I now work for called the Media Project, И эта организация, на которой я сейчас работаю, называется The Media Project. our mission is to help journalists who are covering religion Наша цель — помогать журналистам, которые раскрывают темы или новости христианского мира all over the world. по всему миру. And I'm excited to establish a friendship with you. И я очень рада утвердить, начать дружбу с вами, Both personally and professionally. и лично, и профессионально. Because at the Media Project, we would really love to tell stories that are important here in Потому что Ukraine. в The Media Project нам нравится рассказывать истории, которые важны, которые происходят здесь, в Украине. We are also looking for writers and correspondents who could contribute to our website. Мы также ищем писателей, корреспондентов, которые могут брать интервью для нашего веб-сайта. It's an exciting time for our organization and very exciting for us to be able to be here with you. И это восхитительное время для нашей организации, восхитительное время для нас, чтобы быть вместе с вами. And so thank you for allowing me time to share some of my story. Поэтому спасибо вам, что позволили и выделили мне время, чтобы я поделилась своей историей. If you are interested in learning more about the Media Project or about me personally, I would love to connect with you. Если вы хотите узнать больше о The Media Project или обо мне лично, я готова и очень рада поделиться этим. And I think we're going to have a time of question and answer if you have any questions regarding life as a journalist in America or the Media Project. Я думаю, мы сейчас выделим время для вопросов и ответов. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные либо с жизнью журналиста, либо еще с какими-то вопросами насчет медиа. So if we can open that up. Поэтому мы сможем открыть эту часть. Спасибо большое, Мелисса. Благодарим за это послание ценное, не только профессиональное, но и личное, достаточно интимные нюансы личной истории были для нас раскрыты. И мне кажется, когда мы освещаем в средствах массовой информации что-то, что имеет большую драму для кого-то, имеет большое значение тонко чувствовать, аккуратность, деликатность. И мы живем в той стране и в тех обстоятельствах, когда это имеет повышенное значение из-за ситуации на Донбассе, из-за большого количества погибших людей, травмированных людей в этой стране. Поэтому в этом в том числе проявляется наша социальная ответственность и наши вечные ценности в медиапрофессии. Сейчас у нас будет время для вопросов и ответов. Кстати говоря, когда вы работаете в средствах массовой информации, вам за вопросы даже зарплату платят, деньги. Здесь мы не будем, конечно, но способность задавать вопросы – это обязательная составная часть журналистской профессии, поэтому будьте так любезны. Но пока вы готовите свой первый вопрос, я вас подстрахую, поэтому я знаю, что вы не были готовы, как это часто бывает, поэтому я задаю свой первый вопрос. Мелисса, вы упомянули, что вы ищете авторов, которые могли бы писать для сайта The Media Project. О чем идет речь? Как на практике может реализоваться это сотрудничество и партнерство с нами, с этими людьми? Я так понимаю, что вряд ли это тексты должны быть на украинском языке. А на каком же, Мелисса?
Yes, so that's right. The language, it'll be in English, but we do have a lot of our writers who will send us the best draft they can in English, and then sometimes we work with an interpreter. Да, это правда. Текст должен быть на английском языке, но у нас есть определенные писатели, которые стараются по максимуму писать, как они могут, если английский не родной, на английском. Мы передаем текст и редактируем его на понятный нам язык. But the way we go about getting the stories is that you would just email me a pitch, an idea. Но как бы мы хотели работать над тем, чтобы описывать какие-то истории, например, вы мне присылаете какую-то идею, небольшой набросок идеи. So this could just be, you know, a paragraph. Это может быть только какой-то абзац, например. Preferably in English. Желательно на английском языке. Being able to just simply describe what your story idea is. Где вы можете просто описать, в чем идея вашей истории. We love stories if you can give visuals as well, photographs or any videos, audio. Мы любим истории, к которым можно приложить какие-то визуальные элементы, фотографии, видео, еще что-то. The media project is focused on 3 areas. The Media Project работает в 3 сферах. We have media, У нас есть медиа, religion, религия and public life. и светская жизнь. And so stories that relate to people, how faith is portrayed in your country. Поэтому истории, которые описывают людей, которые связаны, например, с тем, как они отображают свою веру. Any experiences or challenges that people here in Ukraine are experiencing. Какое-то переживание или какие-то преткновения, которые люди переживают в своей жизни. Or challenges or new experiences in media. Вызов или новый опыт в сфере медиа. Any stories along those lines could be very interesting. Любые истории в рамках этого могут быть очень интересными для нас. And we pay for the stories. И мы платим деньги за написанные истории. And we can also What? we are a non-profit. Мы не прибыльная организация. And so therefore it's not a whole lot of money. Потому то, что мы платим, это не супер много. But we can pay depending on how long the story is. Но мы можем платить, и в зависимости от того, насколько длинная история, соответственно, цена. One thing, this is a great opportunity to give you exposure. Еще одно, что это замечательная история, что это возможность для вас показать себя, проявить себя. For instance, if you want to have exposure on an international site. Например, если вы хотите, чтобы вас узнали где-то на международном сайте. And more samples of your work. Чем больше примеров своей работы вы будете посылать. We can also republish work that you've already published here. Тем будет лучше. Мы также можем освещать, то есть перевести или использовать те статьи, которые вы уже писали, использовали здесь, в Украине. And this is, you know, if you have a story idea that maybe you can't cover at your agency, or if you don't have a job with a news agency. Или, возможно, есть у вас какая-то история или ваша статья, которую вы не можете выложить в рамках той работы, на которой вы работаете, или у вас нет соответствующей работы, куда можно поместить это. Then this is an opportunity to publish it. Для вас тогда это возможность опубликовать свою работу через нас, у нас. So please send your story ideas. Поэтому, пожалуйста, присылайте идеи своих историй нам. Спасибо. Придется учить английский язык. Хорошо. У кого какой вопрос, пожалуйста, поднимите руку, и вам будет передан микрофон. Пожалуйста, кто с микрофоном? Даня, где микрофон? Просто уточняю. Да, пожалуйста. Насколько это, допустим, для читателей будет интересна вообще украинская история? Насколько для читателей американских будет интересна украинские реалии? Oh yes, very interesting. Да, это будет очень интересно. Our organization is all about connecting journalists to stories worldwide. Наша организация связана с тем, чтобы связывать, объединять журналистов со всего мира. And therefore the people who read our site are very interested in learning
about international stories. Поэтому те люди, которые приходят на наш веб-сайт, которые читают, они очень заинтересованы в международных историях. And one thing I think is so true. И одно, в чем я уверена, что на самом деле правда, The more people get to know about Ukraine чем больше людей узнают об Украине and the people here, и о людях, которые живут здесь, the more they will love it. тем больше они будут любить Украину. So it's important that we tell the stories here. Поэтому важно, чтобы мы рассказывали те истории, которые происходят здесь. But we're not able to do it without you. А без вас мы не способны этого сделать. Да, логика такая, что, безусловно, сама идея истории вначале должна быть утверждена, и если идея утверждается, потом пишем текст, и у него появляется шанс для публикации, да, так, чтобы сразу были оправданы ожидания каждого. Пожалуйста, ваш вопрос и представьтесь. Добрий день, мене звуть Сергій. Я студент з Кам'янця-Подільського, але це не так важливо. Я хотів запитати вас, ви казали, що ви висвітлювали історію смерті своєї мами, і я хотів, якщо ви не проти цього питання, чи це не вплинуло на об'єктивність саме висвітлення цієї історії? Yeah. So whenever I was saying that I was following, Да, когда я сказала, что я следовала за детективами, it was I was actually at that time reporting in Birmingham. I was working in Birmingham, which is 12 hours away. В это время на самом деле работала репортером в Бирмингеме. Это 12 часов езды от Техаса. The story was covered. It was on the news in Dallas. А вот эту историю о моей маме, она освещалась в Далласе в новостях. So when I referred to following the detectives, it wasn't as a reporter covering for that market. Поэтому, когда я сказала, что я как репортер ходила за детективом, я не имела в виду, что я именно освещала это для новостей там. It was more that I was the how do you say, like, defense mechanism, or my mode was это to больше я investigate. делала для себя, потому что это был как защитный механизм для меня лично. Я входила как бы в эту роль, чтобы узнать, что происходит. The detectives were very surprised at some of my questions. Детективы очень удивлялись некоторыми из моих вопросов. Because I had specific questions about the investigation, the last time she was seen alive. Потому что я задавала очень конкретные вопросы насчет расследования, о том моменте, когда ее в последний раз видели живой и так далее. In fact, during part of the investigation, I wanted evidence. И на самом деле во время самого расследования я хотела доказательств. They had gone from the house to the bank to withdraw money, the purpose that they went to the house for to get money. After her death, they went to the bank, and после того, как этот парень убил мою маму, они уехали из дому в банк, чтобы снять деньги там. And I wanted the photos from the bank, the surveillance photos. И я хотела, даже требовала от банка фотографии, когда они из их видеокамер. The detectives said they didn't need it. А детективы говорят, нам они не нужны. But I knew from reporting that we had 7 days to get that video before it would be covered up. Но со своего опыта репортера я знала, что у нас было 7 дней до того, как, 7 дней после убийства, что можно требовать вот эти видео. And so I demanded that they get it. Поэтому я потребовала от них, чтобы милиция достала эти фотографии, эти видео. And this piece of evidence was the most damaging evidence against my brother in court. И потом оказалось, что именно вот эта часть доказательств была самыми существенными доказательствами против моего брата и его друга. But for me, it was important to know the truth, what happened. Но для меня было важно узнать правду, что произошло. So even though he didn't kill her, he still went to get money instead of going to the police. Хотя мой брат и не убил ее, он все равно поехал вместе с другом в этот банк вместо того, чтобы поехать в полицию. I will say there was a moment, initially I was obsessed with knowing information. I was obsessed with the investigation for about a year. И я могу признаться, что в начале, где-то на протяжении всего года, я была охвачена идеей этого расследования и всеми деталями. But then there was one day I was praying. Но был один день, когда я молилась.
And I really felt like God was telling me I needed to leave it. И я на самом деле почувствовала, что Господь говорит мне, что мне нужно это оставить в покое. That I didn't need to know everything, I didn't need to see it all. Что мне не нужно знать все, мне не нужно видеть все, что произошло. So it's just spiritually I was able to finally let that part go. Потому как бы духовно я смогла отпустить эту часть. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Чесно кажучи, у вас дуже драматична історія і дуже важко її слухати. Дякую, що ви поділилися нею з нами. І мені насправді дуже шкода, що вам довелося таке пережити. Мене звати Олена, я представляю регіональні медіа, і моє запитання буде стосуватися регіональних засобів масової інформації в Сполучених Штатах Америки. Можете розповісти, у нас просто структура медіа регіонального рівня заключається в тому, що зазвичай вони комунальні, мається на увазі, мають відношення до міської влади, фінансуються за рахунок міської влади. Відповідно, втрачають свою об'єктивність, з'являється упередженість і довіра, як правило, до таких медіа у населення, ну, скажімо, бажала б кращого. Розкажіть, будь ласка, по цим акцентам, як це виглядає в Америці і наскільки довіра до регіональних медіа користується у людей популярністю і взагалі дякую. Yeah, it's changing. Оно изменяется, отношение сейчас. People, I know you've heard the term fake news. Люди, которые слышали надуманные новости. And this is very popular saying in America right now that things are fake news, not true. И сейчас это очень популярная фраза в Америке, что новости фейковые, а не настоящие. And my experience is that people in more regional, rural areas. Мой опыт, что люди, которые живут как бы в регионах, живут в каких-то меньших поселках, городах, are beginning to mistrust the media. Они начинают не доверять масс-медиа у нас. Even though our media organizations are not connected to the government. Хотя наши медиа-организации, они не связаны с правительством. They're all independently owned corporations. Все наши масс-медиа, они индивидуальные, независимые, и у них есть собственники определенные. But people are not trusting of the media, and it's very difficult. Но люди все равно не доверяют медиа. Это просто очень тяжело. Я хочу уточнить, люди не доверяют национальным большим медиакорпорациям или местным региональным небольшим газетам, радиостанциям or both? I'm finding that it's pretty much across the board. They're just labeling media. Anything. Я как бы даже скажу, что это все совместно. Просто все, что касается медиа, для людей оно становится как одно для них, независимо или это что большое или местное. But the way to overcome, and I think the opportunity regionally. Но тот путь, как можно это преодолеть, и то, что можно сделать регионально, is always been to build relationships with your audience in that region as much as you can. Всегда был ответ, это строить отношения с аудиторией, которую вы имеете, с теми людьми, среди которых вы живете там. And this can be done through volunteering. А это можно делать через волонтерскую работу. Sitting down with people, talking to them about their stories. Когда вы садитесь вместе с людьми, разговариваете об их историях. Attending town halls. I don't know what you'd call that. Посещаете, возможно, какие-то совместные заседания в городском совете, если у вас такие есть, как вы это называете. Get outside of the newsroom. The story is not in the newsroom. Выходить из новостных студий, потому что истории, они не для студии. It's out there. So go out and get face to face as much as possible. Потому выходите к людям и лицом к лицу встречайтесь с ними, насколько возможно. Спасибо большое. Пожалуйста, вот вопрос левого крыла. Hi, my name is Christina, and I have a question. Melissa, tell us, please, which book can you recommend for us to read as about journalism and for example, journalists who just begin their way in this sphere of communication?
И повторите этот вопрос на русском или украинском, пожалуйста. Мелисса, могли бы вы попросила Мелиссу порекомендовать нам какую-нибудь книгу для прочтения на английском, что могла бы нам помочь как начинающим журналистам или тем, которые уже работают давно? Thank you. It's a great question. Это замечательный вопрос. And, man, I'm trying to think of one off the top of my head. И я пытаюсь вспомнить о какой-то книге сразу же. I like going back and reading from what I would call old school journalists. Мне нравится возвращаться и читать журналистов, как я их называю, old school. I think Walter Cronkite, his book, and I'm trying to remember the name of it. Walter Cronkite. Walter Cronkite. He was it's C-R-O-N-K-I-T-E. Если по-английски C-R-O, Cronkite and... C-R-O-N-K-I-T-E. K-I-T-E. Walter Cronkite is a very famous journalist with CBS who started in radio and was the first to go on television. Он очень знаменитый журналист из CBS, и он был первым, the first one on the radio. He was on radio and then was one of the first on television. Был первым на радио и один из первых на телевидении журналистов. But look for his book because that's a really. Поищите его книги, потому что очень хорошие. Спасибо большое. Вот здесь есть один вопрос. Пожалуй, наверное, будет последний или вот два последних и короткие ответы. Прошу, чтобы мы все успели. Вот руку еще поднимите, пожалуйста, чтобы... Да. И... Доброго дня, Мелисса. Я студентка з Кам'янця-Подільського. І в мене ось таке питання. Коли ви досліджуєте історії людей, ви отримуєте від них якісь певні емоції, вони показують свої емоції. Як зробити так, щоб ці емоції не впливали на ваше життя? Як ви боретеся з цим, можливо, відгороджуєтесь від тих емоцій? Чи ви переживаєте разом з тими людьми? Як воно відбувається сильно на вашому житті? Дякую. Yeah, this is one thing I like about television news. Да, это одно из того, что мне нравится на телевизионных новостях. And now even on the internet you have the opportunity with cell phone video. И сейчас даже в интернете, когда мы можем снимать какие-то видео на наши телефоны. I love to tell their stories where they speak in their own words and you can see their face. Я люблю рассказывать истории, показывать, когда люди сами рассказывают о своей истории, и ты можешь наблюдать за их лицом, за их эмоциями, слезами. When possible, it's such an effective way to let someone tell their story, to see it in their own. Когда это возможно, чтобы позволить людям показать их эмоции на своем лице, чтобы это было видно. But emotionally, yes, it's very difficult to experience hearing somebody's story and tell it. Но эмоционально, да, это очень тяжело слышать чью-то историю и рассказывать затем о ней. And especially after my mom's death, there were stories that were very difficult for me to tell. После смерти моей мамы было очень много историй, которые мне тяжело уже было рассказывать. But I've often discovered the more difficult it is to tell the story. Но я осознала, что чем тяжелее рассказывать историю, the more important it is that that story be told. Тем важнее рассказать эту историю. То есть есть важность. Для нас это тяжело, но это того стоит. Вот, пожалуйста, вопрос. Последний. Доброго дня, мене звати Вікторія, студентка Кам'янець-Подільського університету. Ми хотіли повернутися до довіри до мас-медіа читачів. І таке питання, як ви думаєте, хто винен в тому, що люди не довіряють медіа, журналісти чи адміністрація президента? You know, we are going to speak about that this afternoon in a session. Знаете, сегодня как раз после обеда мы будем говорить об этом во время нашей сессии. About this difficult relationship between the two. О сложных отношениях масс-медиа и правительства. But in short answer, I think Но краткий ответ мой будет. It's shared responsibility. Что ответственность разделяется и на тех, и на тех. Yes, I mean, quickly. In the United States, the challenge is we have such a large area to cover, so many people. В Соединенных Штатах у нас есть этот вызов, что нам нужно рассказывать очень много о разных людях. And most of the media is in New York.
or LA. А большинство масс-медиа находятся центры в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе. And if we don't find a way to hear the stories of people in between the two, И если мы не найдем пути, как рассказать истории тех людей, которые находятся между этими двумя большими городами, then we're not accurately displaying the media to people, if that makes sense. тогда мы неправильно раскрываем всю работу масс-медиа, если вы понимаете, о чем я говорю. Да, верно, у нас будет в 17:30 сессия, где эта тема будет детально рассматриваться. У меня последний вопрос для общей сессии. Как стать ведущей американского телевидения? Work. Работать и работать. Yeah. And anchor at American TV, I think what you said, Ruslan, was really important to be a good storyteller, to earn Чтобы trust. быть ведущим на телевидении, думаю, это очень важно, что вы сказали до этого, чтобы на самом деле вам доверяли, чтобы рассказывать истинные истории. And you do have to work really hard. И на самом деле работать нужно очень сильно. And there is some luck involved being in the right place at the right time. И, конечно же, включен определенная удача, когда ты попадаешь в правильное место в правильное время. And anchor in particular, it's very important to get to a city, stay there, and work really hard in that city. И конкретно для ведущего на телевидении очень важно приехать в город, быть в этом городе, оставаться жить там. Because people need to know your face, they need to know your work, they need to Потому trust что you. людям нужно узнавать тебя в лицо, им нужно знать твою работу, им нужно доверять тебе.